Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю приготовить шербет. Очень вкусную и очень популярную в советское время сладость. Несмотря на простой состав, шербет с успехом заменит вам любые конфеты. Для приготовления мне необходимо 200 граммов орехов, 150 граммов сахара, 300 граммов сгущенного молока, 25 граммов меда или инвертного сиропа, щепотка соли и 30-40 мл воды. Орехи можете брать на свой вкус: арахис, кэшью или фундук. У меня шербеты с детства ассоциируются с фундуком, поэтому именно его я и использую. Орехи нужно не просто подсушить, а немного поджарить. Поэтому я убираю их в духовку при температуре 160 градусов на 10 минут. Но будьте внимательны, не пережарьте. Достаньте орехи из духовки, дайте им немного остыть и очистите их. Чистятся они довольно легко, если что-то останется, ничего страшного. Когда орехи готовы, можно заняться приготовлением молочной помады, потому что именно на ее основе готовится шербет. В сотейник высыпаю сахар и выливаю воду. Ставлю на плиту на небольшой нагрев и помешиваю, добиваясь полного растворения сахара. Нужно, чтобы к моменту закипания сахар был растворен. Когда сахар растворился, смываю со стенок кристаллы. Сюда же добавляю мед. Довожу до кипения и варю 3 минуты. Когда сироп закипел, отрегулируйте нагрев, чтобы он у вас не убежал, но небольшое кипение сохранялось. Добавляю в сироп сгущенное молоко, соль. Все хорошо перемешиваю. Увеличиваю нагрев и помешивая довожу до кипения. Когда масса закипит, резко уменьшите нагрев и интенсивно мешайте, чтобы она у вас не убежала. И теперь эту массу, хорошо помешивая, я варю до светло-коричневого цвета или до температуры 115-116 градусов. Я ориентируюсь здесь на цвет. Но если вы любите точность, то можете замерять температуру. В принципе, чем нагрев выше, тем быстрее вы ее сварите, но тогда мешать нужно интенсивнее, чтобы она не подгорала на дне. Обычно я оставляю нагрев между средним и минимальным. Вот так выглядит масса через 5 минут. Посмотрите, она такого же красивого кремового цвета и более густая по консистенции. Вот этот цвет и есть 115 градусов. И есть еще один признак, что масса готова. При перемешивании уже со дна поднимается карамель. И вот на этой стадии я нагрев выключаю. И теперь помадку нужно либо поставить на лед для быстрого охлаждения, либо перелить в холодную посуду. Она тоже у меня стоит на льду. Я решила перелить, чтобы вам было лучше видно. Металлическая посуда даже предпочтительнее, потому что она лучше охлаждается. Остывшую помаду нужно будет взбить. Но так как масса густая, я буду использовать не венчики, а насадки для перемешивания теста. Не хочу пачкать посуду, поэтому помешаю помаду той же насадкой. Помада должна остыть примерно до 50-60 градусов. Но здесь я тоже градусник не использую, ориентируюсь на густоту. Когда вы видите, что она становится очень густой и тягучей, это значит достаточно. И теперь я ее взбиваю. По мере взбивания меняется ее цвет и консистенция. Она становится более светлой. Посмотрите, какая она становится. Совершенно не липкая, и у нее уже консистенция не тягучая, вот она очень просто рвется. Я подберу ее со стенок и все вместе перемешаю. И на этом все, миксер мне больше не нужен. Дальше я могу собрать ее руками. Выложу на стол, соберу остатки из миски и хорошо рукой промешаю. Вот это и есть молочная помада. Если вы любите шербет без орехов, то вы можете придать ей нужную форму, дать застыть и разрезать, например, на квадратные конфетки. У нас продаются такие помадные кубики. Ну а если хотите вмешать орехи, то ее надо немного нагреть. Но нагревать помаду нужно осторожно, чтобы ее температура не поднималась выше 50 градусов. Это можно сделать или на небольшом нагреве, помешивая на плите, или пульсами в микроволновке. Обычно я грею
2-3 захода в микроволновке при мощности 700 по 20 секунд. И когда она становится более мягкой, я вмешиваю орехи. Не когда она становится жидкой, а когда она становится более мягкой. Она стала более пластичной, я могу добавить орехи. И даже если вам покажется сначала, что вам не промешать все орехи, потом, когда будете ее разминать, увидите, что они все очень хорошо перемешаются. Я хочу придать шербету привычную форму, поэтому положу застывать его вот в такую хлебную формочку. Изнутри я выстелила ее пищевой пленкой. Чтобы проще было выровнять, можно накрыть пленкой и прижать через нее. Пока помада еще теплая, податливая, вы все хорошо разровняете. Посмотрите, как я хорошо все разровняла. Плотно закрывать шербет не нужно. Можно или немного его прикрыть, или даже закрыть пергаментом. Также его не обязательно убирать в холод. Он застынет у вас и так, когда остынет и встанет помада. Лучше, конечно, оставить его до следующего дня, чтобы завершился процесс кристаллизации в помаде, но в принципе можно есть его будет уже через несколько часов. 2-3 часа и шербет уже хорошо застыл. Я говорила, что лучше его оставить до завтра, но я даже сразу вам его покажу. Вот так он выглядит. Точно такой, каким я его помню, когда мама привозила мне его из Санкт-Петербурга. Правда, тогда это был Ленинград. Вот такой чудесный шербет с орехами у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте. Кто уже пробовал, вспомните забытый вкус, а кто никогда не ел, попробуйте. Это очень вкусно. И обязательно напишите в комментарии, любите ли вы такие восточные сладости. А я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр, и если видео вам понравилось, делитесь им с друзьями, ставьте лайки, комментируйте и следите за нами в социальных сетях. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!